Всем привет! С вами Егор, и мы сегодня будем смотреть апгрейды вот этого вот грузовика 42-129. Те счастливчики, которые смогли его уже купить по хорошей или не очень цене, для них это, возможно, будет ценно. А для тех, кто не купил, просто будет много теорий, которые пригодятся вам для постройки своих моделей. Поехали! В своем обзоре я упомянул о 5 недостатках этой модели и 5 способах ее решения. Самое первое – это замок капота. Многие из вас уже видели, да и вообще только ленивый не ругал капот, что он никоим образом не зафиксирован. То есть по сути он лежит только за счет силы притяжения. И стоит вам выехать на какую-то неровную поверхность, вот я немножко его наклоняю, он уже открывается. Двери стойте, до вас мы еще не дошли. Тут есть два решения. Первое – это оптимальное, а второе решение – это кардинальное. Начнем с оптимального решения. Почему оптимальное? Потому что детали для этой доработки вы можете найти среди оставшихся запасных деталей. Сейчас здесь будет картинка со списком оставшихся деталей у Сариэля. Среди оставшихся запасных деталей у вас наверняка будет вот такой вот пин. Итак, чтобы как-то минимально закрепить капот, мы просто берем этот пин на 3/4 и вставляем его вот сюда. Обычно одного хватает, но если вам этого мало, вы можете сделать несколько пинов. Вставили. И вот таким образом немножко капотом придавили. Может показаться, что это очень хлипко, но на самом деле нет. Посмотрите, я трясу модель, у нас все, что можно, открывается, кроме капота. То есть, чтобы он сейчас открылся, нужно конкретно по нему, видимо, ударить. И если это вас напрягает, и вы хотите напрочь забить гвоздями капот, 4 вот таких вот детальки, и эти детальки не являются обязательными, основные у нас вот эти вот гвозди на 4. Нам нужно слева и справа гвоздями забить капот, прибить его к раме. Для этого мы сейчас снимем боковой брызговик, не брызговик, порожек. Вот так вот снимаем, чтобы вы видели, я сейчас обратно все поставлю. Вот таким вот образом мы снимаем, и нам сейчас нужно этот самый гвоздь вставить вот сюда. Здесь можно добавить буш, но это не обязательно, это просто для более плотной сборки. Все мы закрываем, и сейчас я просто вот так хопс, надавил, и капот у нас, в принципе, даже вот этот вот самый пин, который я обставил, он уже здесь не нужен. Второй гвоздь мы ставим сюда тоже, но я, пожалуй, делать этого сейчас не буду. Вы, в принципе, логику поняли, с двух сторон забиваете гвозди, и все хорошо у вас. Следующий, второй шаг, который необходимо сделать обязательным, это открывающиеся двери. Почему? Потому что выпавший пассажир на трассе, это, конечно, очень плохо. Ура! Ура! Стой, пацаны! Потеряли дружка! И смотрите, что я здесь предлагаю сделать. Тоже здесь два кардинальные варианта есть и оптимальный. Оптимальный, он также задействует детали, которые у вас остаются после сборки набора в виде запасных. Вот два таких вот пина, половинчатый пин за студом. Смотрите, наша задача этот пин поставить сейчас вот сюда, чтобы у нас при закрытии двери этот пин вот таким вот образом сюда вот крепился. Похоже, я промахнулся. Не туда вставил. Мы его переставили. И так медленно, хопс. Все. То есть у нас дверь держится, и плюс этого решения не только в том, что деталь у вас это есть уже после сборки набора в качестве запасной, а еще и в том, что дверь остается открывающейся. При этом, если вы хорошо защелкнули, она у вас маловероятно, что откроется. Если же этот вариант вас не устраивает, мы можем предложить вам следующий вариант. Опять же, нужен вот такой вот пин. И вот таким образом я вставил его, и дверь защелкивается. Защелкивается она сложнее, но и держится она крепче, на мой взгляд. Это было второе улучшение. Так, мы устранили открывающийся капот и открывающиеся двери. Амортизаторы заднего моста, точнее их крепление к раме. Грешок такой непростительный для дизайнера Лего с опытом. Сейчас я вам покажу, в чем дело. На самом деле, те, кто смотрел мой первый обзор подробно, они уже видели, в чем здесь проблема. И тут мне придется предварительно немножко разобрать модель. Смотрите, в чем проблема. Вот близко, вот сюда можешь смотреть сейчас. Когда я нажимаю на машину, чтобы у нас сжались задние амортизаторы, вы можете видеть, как верхняя проушина амортизатора, она немножко вылазит. Внизу амортизатор крепится с двух сторон, слева и справа осью. А вверху у нас амортизатор крепится только с одной стороны, вот с этой вот. Когда мы начинаем сжимать, у нас, видите, амортизатор начинает изгибаться.
Деформация, она мешает тому, чтобы шток входил плавно в цилиндр. И, соответственно, задняя подвеска хуже сжимается при наезде на какие препятствия. Но по факту она вообще не работает, учитывая, что задняя часть машины не нагружена. А что нам нужно для этого? Чтобы исправить ситуацию, нам нужны вот такие два вот серых пина, например. Они бывают еще в черных и других цветах. И два вот таких вот пина, желательно бежевых. Синие тоже подойдут, потому что там трение не критично, но правильнее будет взять вот такие вот. Вот эту вот детальку мы снимаем. Она здесь нужна только для того, чтобы препятствовать отсоединению амортизатора от этого серого коннектора. Вот так вот вставляю пин. Далее я его достаю обратно. Почему? Потому что нам нужно было сделать на самом деле вот так вот. Вот так вот сразу конструкцию заготовить. Эти два пина у нас должны войти в раму. Вот таким вот образом. То сейчас у нас при сжатии рамы мы видим, что у нас равномерно распределена нагрузка на обе стороны амортизатора. И при сжатии у нас он движется нормально, без искривлений. Смотрите, сейчас машина будет на один бок заваливаться. Я вот четко посередине нажимаю. У нас даже видно, что правый амортизатор сжимается легче, а левый не хочет. Даже усилия требуются. И я говорил, что вот эти оси, которые крепили здесь амортизатор, они освобождаются. Две эти оси, и как раз их можно направить на фиксацию капота. То, о чем я говорил в начале. Делаю ремонт второго крепления амортизатора. И мы с вами приступим к следующему пункту. Это задний мост. Четвертое, что нужно здесь доработать, это задний мост. Об этом тоже вы все уже наверняка слышали, что задний мост имеет некую недоработку в части надежности, прочности соединения шестеренок, а именно соединения 12-зубой черной шестеренки и винца дифференциала. Поехали. Ось из дифа. Просто ее выталкивать силой оттуда. Облегчает дальше. Я думаю, мы снимем мост целиком. Вот задний мост, это задняя часть, это передняя. Вот у нас приводной вал, который, как видите, вращает колеса. И что нам нужно сделать? Точнее, сначала я покажу вам, что у нас тут кряхтит, ломается, хрустит. Вращение на привод передается вот через эти шестеренки сюда. И с обратной стороны этой оси стоит 12-зубая вот такая вот шестеренка. Вот такая вот. И она у нас, собственно говоря, вращает. Вот эта шестерня, которая имеет там следы износа, травы какой-то. Я же по траве катался, да. То есть вот эта вот шестеренка черная, она там входит в зацепление с красным винцом дифференциала. И проблема в том, что при большой нагрузке у нас эта шестеренка начинает либо прощелкивать через красный венец дифференциала. Когда она прощелкивает, это не страшно. Страшно, что она, во-первых, сминает зубцы на достаточно редкой и дорогой детали, как дифференциал нового типа. И после того, как эти зубцы уже смяты, соответственно, нагрузку он уже не держит. И второй вариант, что часто происходит, это когда разъединение шестеренок у нас вот этот вот самый черный лифтарм вот таким образом приподнимает. Ну и, соответственно, там шестеренки расходятся. Я предлагаю такой вариант, который у меня работает. Не гарантирую, что он будет у всех работать, потому что у кого-то вообще задний мост не хрустит. Да? Костя сказал в обзоре, что у него вообще ничего не хрустит. Смотрите, что мы сделаем. У нас сейчас вот эта вот шестеренка черная только с одной стороны соединяется с дифференциалом. Мы возьмем вторую шестеренку, а также возьмем вот такую вот ось и шестеренку на 16, на 12, на 16 и ось бежевая на 4 со стопором. И что мы делаем? Мы сейчас запустим здесь еще один вал, который, соответственно, у нас тоже будет вести крутящий момент к дифференциалу. Сейчас мне придется совершить ряд манипуляций, которые, наверное, на камере будет видно не очень хорошо. Все, вот даже можно увидеть сейчас. То есть у нас с другой стороны подошла шестеренка, и сейчас мы еще сделаем родную шестеренку, которая вот таким вот образом крепится. И смотрите, у нас получается венец дифференциала, корпуса дифференциала будет вращаться целыми двумя одинаковыми шестеренками на 12. Соответственно, надо подвести к обоим валам крутящий момент. Это тут несложно. Это делается вот так вот. То есть тот вал первый остается как был, привод. А второй вал мы просто вот насаживаем. Предварительно мы сняли вот такой вот пин, который стоял вот здесь, в этом отверстии вместо этой оси. Мы его убрали, поставили сюда
ось и шестеренки. Теперь смотрите, что получилось. И все, мы сейчас обратно ставим вот эту планку дырявую, которая у нас фиксирует все эти шестеренки оси. По сути, мы ничего не потеряли, мы добавили еще один контур, еще укрепили то место, которое часто прощелкивает. По сути, мы распределили нагрузку соединения между дифференциалом и шестеренкой на две шестеренки. То есть у нас, по идее, в 2 раза снизилась нагрузка на шестеренку. И вероятность прощелкивания сейчас, соответственно, тоже снизилась. Ну и последний пункт, который потребует от вас чуть больше вложений, чем просто пару пинов, это колеса. Колеса, которые вот здесь стоят, ну, знаете, так скажем, это как красивый, нарядный в смокинге с трехлучевой звездой красавец Мерседес в таких вот дубовых галошах а-ля шлепки из Черкизона. Ну, честно, они жесткие, тракторные, неуместные здесь они смотрятся, поэтому мы их снимем. Тем более, я думаю, что у многих из вас набор будет стоять просто на полке, потому что он реально красивый, да, среди наборов Lego Техник. Поэтому почему бы не сделать все полностью красиво? Не всем наборам идет реалистичная такая вот детализированная резина, не леговская. Есть наборы, которым она не идет, например, Jeep Wrangler, который я показал вам в предыдущем видео. Мы его, конечно, еще не выложили, но на момент, когда мы выложим это, он у нас будет. Смотрите, есть два варианта. Оба варианта лежат где-то в диапазоне от 500 до 1000 рублей за комплект колес с доставкой. Есть колеса такие узкие, диаметр у них порядка 90 мм. И есть колеса побольше и пошире, у них диаметр 95 мм. На самом деле эти колеса, по-моему, китайцы сами сделали, тут написано All Star Hobby. А вот эти колеса это модифицированная копия колес RC4WD. Микки Томпсон Баха МТЗ. Эти колеса немножко задевают, не критично задевают, то есть можно там убрать какие-то вещи. Но вот, наверное, как для грузовика реалистичнее смотрятся вот эти колеса. Поэтому я рекомендую взять эти, потому что они еще и дешевле. То есть это где-то 500-600 рублей с доставкой за 4 колеса с Алиэкспресса. Берете колеса 1,55. Они прекрасно насаживаются на стандартные диски. И вот таким вот образом мы с вами делаем. Я знаю, что не все признают такой способ модификации с использованием не лего компонентов, но в этом случае я считаю это уместно, когда вот такая, еще раз повторюсь, красивая детализированная модель, мы снабжаем, соответственно, копийными красивыми колесами, которые к тому же еще и лучше себя поведут на бездорожье. Ну, по крайней мере, в помещении, когда вы едете по каким-то сложным рельефам, твердым, жестким, эти должны работать лучше, чем стандартные леговские. Это были топ-5 улучшений для наборов 42-129. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по этим доработкам. И каких наработок еще, на ваш взгляд, не хватило в данном видео, о чем бы вы хотели еще услышать от меня, неважно, в формате видео или комментария, развернутого под видео. Напишите свои пожелания, замечания. И если кто-то из вас сделает эти доработки, вы можете также оставить свой отзыв о том, работает это у вас или нет. Особенно это касается доработки заднего моста. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.